Сейчас вы услышите историю, после которой вы дважды подумаете, прежде чем заплывать далеко от берега. Это не выдумка. Это то, что происходит на самом деле в водах Красноярского моря. Приготовьтесь, потому что то, что таится на глубине 50 метров, не должно было проснуться никогда. Пролог. Когда затапливали живое? 1960-е годы. Советский Союз строит будущее. И ради этого будущего приносит в жертву прошлое. Красноярская ГЭС – гордость страны, триумф человека над природой. Но за каждым триумфом стоит цена, которую предпочитают не называть вслух. Чтобы создать водохранилище, нужно было уничтожить территорию размером с небольшую страну. 132 населенных пункта приговорили к смерти. Деревни, села, 3 райцентра – Даурское, Новоселово, Краснотуранское. Древние казачьи остроги, стоявшие здесь 300 лет. 60 тысяч человек выселили. Им дали срок – забрать вещи и уйти. Некоторые разбирали дома по бревнышку, пытаясь унести с собой хоть что-то родное. Остальное сжигали дотла. Но главная проблема была не в домах. Проблема была в мертвецах. Сотни кладбищ попадали в зону затопления. Власти пообещали перенести захоронение. Перенесли от силы каждую 10-ю могилу. Остальные просто сравняли бульдозерами. Кресты сбили и сожгли, чтобы потом не всплывали. Гробы раздавили гусеницами, превратив кладбище в месиво костей, истлевшей древесины и тряпок. А потом пришла вода. Она поднималась 3 года. Медленно, неумолимо заполняя улицы, церковные дворы, погосты. Енисей превратился в море длиной 300 километров и глубиной до 100 метров. На поверхности началась новая жизнь. Теплоходы, базы отдыха, счастливые отдыхающие. А на дне осталась старая жизнь. Мертвая, разгневанная. И она ждала своего часа. Глава 1. Когда исчезают люди? Прошло 15 лет. Поколение переселенцев состарилось, их дети выросли и забыли, что было здесь раньше. Для них водохранилище было просто большим озером. Но в начале 80-х что-то изменилось. Первыми почувствовали рыбаки. Они начали исчезать. Не терпеть бедствия, исчезать. Уходили проверить сети и растворялись в воздухе. Без следов, без обломков лодок, без тел. Спасатели прочесывали акваторию днями. Ничего. Как будто вода раскрывала пасть и глотала людей целиком. 3 рыбаков отправились к затопленному селу Быскар. Опытные, местные, знавшие каждый изгиб водохранилища. Не вернулись. Вертолеты кружили над водой неделю. Нашли только пустоту. Старики знали, в чем дело. Море берет плату за тех, кто под водой. Мертвецы своих тянут. Потом начались огни. Глубокой ночью над водой, точно над местами затопленных деревень, возникали светящиеся шары. Зеленоватые, молочные, призрачные. Они висели неподвижно, иногда дрейфовали, а потом бесследно исчезали. Ученые бормотали про болотные газы и электрические разряды. Но местные понимали — это не газы. Это души тех, кто не нашел покоя. А хуже всего было у старых кладбищ. Те, кто рисковал ночевать там в палатках, видели их. Силуэты в предрассветном тумане. Серые фигуры, стоящие по колено в воде, неподвижно смотрящие на берег. Они не выходили на сушу. Но от их немого присутствия хотелось бежать, не оглядываясь, бросив все. Туристы уезжали, не дожидаясь рассвета. Глава 2. Боль, которая не уходит. Чтобы понять, что творится в глубине, нужно понять боль тех, кто потерял родину. Представьте, вы не можете прийти на могилу матери. Вы знаете, где она лежит, вон там, в 200 метрах от берега, на глубине 40 метров. Под толщей черной ледяной воды. Люди приезжали к водохранилищу каждый родительский день. Стояли на берегу, смотрели на равнодушные волны, плакали. Бросали венки в воду, надеясь, что мертвые услышат. Но внутри у всех была одна мысль — это неправильно.
Связь нарушена, покой разрушен. И мертвецы отвечали. Дайверы, начавшие исследовать дно, рассказывали жуткие вещи. На глубине можно плыть по деревенским улицам. Из ила торчат заборы. Стоят дома с выбитыми окнами. Темные глазницы, смотрящие в вечную тьму. Церкви почти целые, без крестов, как проклятые замки. А в некоторых местах дайверы чувствовали что-то еще. Присутствие. Что-то наблюдало за ними из тьмы. Что-то не хотело, чтобы сюда приходили. Вода законсервировала не только дома. Она законсервировала страдания. Горе тысяч людей, боль потревоженных могил — все это не могло просто исчезнуть. Водохранилище стало аккумулятором человеческой агонии, и этот аккумулятор периодически разряжался. Глава 3. Июль 1989. День, когда все изменилось. То, что случилось летом 89-го, доказало. Истории про призраков не байки. Это произошло с реальными людьми. Один из них спустя десятилетия прислал нам свое свидетельство. Он до сих пор просыпается в холодном поту от этих воспоминаний. Компания молодых людей, 4 парней, 2 девушки, все за 20, решили покататься на катере «Амур» по водохранилищу. День был жаркий, идеальный для прогулки. Взяли немного пива, но все были практически трезвы. Просто хотели отдохнуть, позагорать, искупаться. Они заплыли далеко от популярных мест. Туда, где берега дикие, скалистые, где ширина моря достигает нескольких километров. Заглушили мотор, начали загорать. Катер медленно дрейфовал. Глубина здесь была метров 40-50. Вода темная, почти черная, холодная, несмотря на жару. Но все же начало июня. От нее веяло чем-то могильным. Сергей, назовем его так, был душой компании. Крепкий парень, отличный пловец, бесстрашный. Он встал на борт. «Эх, жарище, сейчас освежусь». «Серега, не дури, тут глубоко, вода ледяная!» — крикнул друг. Но Сергей уже прыгнул. Рыбкой нырнул в черную бездну. Глава 4. Над мертвым селом. Пока Сергей плавал, один из парней, местный, посмотрел на берега, прикинул ориентиры — скалу, распадок. «Слушайте», — голос его дрогнул, — «мы вроде над Даурским стоим». «Каким Даурским?» «Затопленным райцентром. Тут самое большое село было, с каменной церковью. Да кладбище затопили, как раз...» Он посмотрел вниз на темную воду. «Как раз где-то под нами». Тишина. Все невольно подались к центру катера, подальше от бортов. Сергей вынырнул метров в 10, отфыркиваясь, смеясь. «Водичка класс! Бодрит!» — крикнул он и поплыл к катеру. Все выдохнули, но слава богу. Сергей быстро добрался до лодки, схватился за трос, висевший с борта. Продолжал улыбаться, болтая что-то про холодную воду. И тут его улыбка застыла. Глава 5. Когда тебя тянут на дно. Это случилось мгновенно. Лицо Сергея исказилось. Абсолютный животный ужас. Глаза расширились так, что казалось, они сейчас вылезут из черепа. Он судорожно вцепился второй рукой в трос, пальцы побелели. «Ты чего?» — не понял рассказчик. «Свело ногу?» Сергей открыл рот. Из него вырвался хрип, а потом крик, полный такой боли и отчаяния, что кровь застыла в жилах у всех на катере. «Помогите! Оно тянет меня! Оно тянет!» Его тело резко дернулось вниз. Это не была судорога. Это выглядело так, будто что-то огромное, невероятно сильное схватило его за ноги под водой и с жуткой силой рвануло на дно. Голова Сергея ушла под воду. Остались только руки, мертвой хваткой вцепившиеся в трос. Катер накренился, вода забурлила. «Тащите его!» — завопил кто-то. Двое парней бросились к борту, схватили Сергея за руки, начали тянуть изо всех сил. Но было ощущение, что они перетягивают канат с бетонной плитой. Сопротивление было чудовищным. Сергей под водой отчаянно бился. «Мотор! Заводи мотор!» — крикнул рассказчик. Двигатель взревел. Резкий рывок катера плюс отчаянные усилия друзей,
и Сергея буквально выдернуло из воды. Он перевалился через борт, кашляя, задыхаясь, хватая ртом воздух. «Газу! Полный газ! Валим отсюда!» Катер встал на дыбы и рванул прочь. И в этот момент рассказчик и одна из девушек обернулись назад. То, что они увидели, изменило их навсегда. Глава 6. То, что поднялось. В бурлящей пене, там, где только что был Сергей, на мгновение показалось оно. Темный массивный силуэт, поднимающийся из глубины. Голова, плечи. Но это не был человек. Это было похоже на утопленника, пролежавшего под водой 20 лет. Размокшее, гниющее, бесформенное. Одутловатое лицо маска без четких черт. Сгусток тьмы и злобы, прорвавшийся в мир живых. Рассказчик сравнил это с Джейсоном из «Пятницы 13», когда тот выпрыгивает из озера. Только это было по-настоящему. Это было здесь. Это смотрело на них. Оно не преследовало катер. Оно просто показалось. Может, чтобы убедиться, что жертва ушла. А может, чтобы они запомнили, кто здесь настоящий хозяин. Через секунду видение растворилось в волнах. Осталась только пена и ужас, навсегда выжженный в памяти. Рассказчик признался честно. Они наложили в штаны. И в той ситуации это было абсолютно нормальной реакцией. Глава 7. Следы когтей. Они гнали катер на полной скорости, пока не врезались носом в песок. Все тряслись. Девушки рыдали. Парни были белее мела. Сергей лежал на дне лодки, свернувшись клубком, не говорил ни слова. Только мелко дрожал всем телом. Когда его попытались поднять, он заорал от боли. С ноги бежала кровь. Облили чистой водой с канистры и протерли полотенцем. То, что открылось, заставило их снова похолодеть. На икре правой ноги Сергея кожа была разорвана в лохмотья. 4 глубоких параллельных борозды с рваными краями. Из них сочилась кровь, смешанная с озерной водой. Это были не укусы рыбы. Никакая рыба таких следов не оставляет. Это были когти. Или, что еще страшнее, следы человеческих ногтей. Длинных, обломанных, впившихся в плоть с нечеловеческой силой. Хватка мертвеца, не желающего отпускать живого. В местной больнице пожилой хирург долго рассматривал раны. Хмурился, качал головой, избегал смотреть в глаза. «Похоже на укус крупной рыбы», — наконец выдавил он. «Может, щука гигантская?» Он угал. Он знал, что это не рыба и не коряга. Но в советской больнице 89-го нельзя было написать в карте «нападение подводного призрака». Им никто не верил. Списывали на алкоголь, хотя они были трезвы, на коллективную галлюцинацию, на стресс. Но 6 человек знали правду. Они видели раны. 2 видели то, что поднялось из воды над затопленным кладбищем. Сергей больше никогда не был прежним. Несколько дней вообще не спал, боялся закрыть глаза. Стоило задремать, как он снова тонул, и холодные мертвые руки тянули его вниз, в ледяную тьму. Он стал замкнутым, перестал рыбачить, больше не подходил к большой воде. Шрамы на ноге остались навсегда, напоминание о дне, когда он заглянул в бездну. И бездна посмотрела на него в ответ. Глава 8. Такие места есть везде. Красноярское море не уникальное. По всему миру есть места, где вода скрывает трагедии и где мертвые приближаются к живым слишком близко. Пруд Брейли в Вирджинии. Тихое лесное озерцо, место жестоких убийств и самоубийств. Люди там чувствуют внезапную тошноту, панику, видят огни над водой. Исследователи паранормального рассказывают о невидимых сущностях, которые толкают людей в воду, касаются их скользкой холодной кожей. В Шотландии келпи — водяные духи, принимающие облик лошадей или людей, чтобы заманить жертву и утопить. В славянском фольклоре русалки и водяные, мстящие за свою погубленную жизнь. В Японии — юрей — призраки утопленников, способные утащить на дно целый корабль. Вода не прощает неуважения. А затопление кладбища и человеческого жилья — это величайшее неуважение к памяти мертвых. И мертвые
помнят обиды. Эпилог. Оно ждет вас. Сегодня Красноярское море выглядит идиллически. Летом тысячи отдыхающих, скутеры, музыка, смех. Мало кто задумывается, что находится у них под ногами на глубине 50 метров. А там, в вечном холоде и тьме, стоят церкви без крестов, лежат остатки исп, покоятся тысячи гробов, раздавленных бульдозерами и затопленных великой стройкой коммунизма. Энтузиасты пытаются сохранить память, ставят кресты на льду зимой над затопленными храмами, ищут старые карты, ныряют на дно, снимают то, что осталось от мертвых деревень. Они верят. Без памяти даже свет ГЭС тусклый. Но море живет своей жизнью, хранит тайны. И иногда, в жаркий день или туманную ночь, напоминает о том, что некоторые вещи не должны были уходить под воду. Если окажетесь на Красноярском море, помните, не заплывайте далеко. Если вода вокруг вас вдруг стала ледяной, немедленно к берегу. Если почувствовали, что снизу на вас смотрит тьма, плывите, не оглядываясь. Возможно, вы находитесь над старым погостом, и его обитатели очень соскучились по обществу живых. Они ждут. Они всегда ждут. И однажды кому-то не хватит сил выбраться.